Приветствую вас на своем канале «Готовим вкусно, просто, быстро». Сегодня хочу вам показать, как я закручиваю помидоры на зиму. Способ я это услышала лет 10 назад по радио, попробовала, понравился. Теперь я закручиваю помидоры именно только таким способом, больше никаким. Для закрутки нам потребуется всего-навсего крупные зонтики и сами помидоры. Приступим к закручиванию. Солю я помидоры обычно в 1,5-литровых банках, 3-литровые я не использую, литровые, 1,5-литровые, 800-граммовые. Мне этого достаточно. Берем зонтик один. Зонтики можно выбрать и положить свежие, можно сушеные. У меня зонтики этого года высушенные. И кладу банки. Помидоры помыла, банки простерилизовала. Все это укладываем хорошо. До плечиков не нужно сильно набивать. Так будет достаточно. Сверху банку я тоже укладываю укроп. И так делаем все банки. Как видите, всего-навсего зонтик один внизу, другой сверху. Больше мы ничего не делаем. Все банки я заполнил таким способом. Из 6 килограммов помидоров у меня получилось 5 1,5-литровых банок и 3 литровых банки. Будем готовить рассол. На одну 3-литровую банку идет 1,5 литра рассола. Я беру 3-литровую кастрюльку, наливаю сюда 3 литра. Почему 3-литровую? Может, конечно, взять кастрюльку больше, но мне так удобнее. Она быстрее закипает. Разливаю, ставлю еще раз, наливаю, кипячу рассол, если нужно, если не хватает. Потому что баночки у меня маленькие все-таки. А даю я вам рецепт на 3-литровую банку. Закипела. На 1,5 литра идет 3 столовых ложки песка. Но поскольку у меня здесь 3 литра, я кладу 6 столовых ложек песка. Песок я кладу без горки. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. И на 3-литровую банку на 1,5 литра рассола идет 1 столовая ложка соли. Я положу сюда 2 столовых ложки, поскольку у меня здесь 3 литра. Соль я кладу немного с горкой. Раз ложка и 2. Все перемешиваю. Ничего страшного, что вот так у меня прям все впритык. Накрою крышкой. Рассол закипел, я ему даю немножечко покипеть. Я его отключаю. Этого будет достаточно. Все, снимаю, будем разливать банки. Заполняю все банки рассолом. Заполняем таким способом все банки и оставляем их на 5 минут. Банки заливать рассолом мы будем дважды. 3 литра рассола хватило на 3 литровых банки и на 2 1,5-литровые. Держу помидор 5 минут, засекаю время. Прошло 5 минут. Рассол банка практически остыл. Сливаем его весь обратно в кастрюльку. Сливаем его хорошо, весь до основания. Банки уже стали не горячие, как я уже сказала. Маленькие банки остывают быстро, а вот большие еще горячие. Рассол слила, ставлю его обратно кипятить. Пока кипит рассол, я подготовлю крышки, помою их и тоже прокипячу. Рассол закипает. Сейчас он немножечко прокипит, я его сниму и буду заливать им банки. Рассол прокипел, заливаю второй раз банки. Перед тем, как закрыть банки, добавляем уксусную кислоту. На 3-литровую банку идет 1 столовая ложка уксусной кислоты. Но поскольку у меня банки не 3-литровые, в 1,5-литровой банке я наливаю чайную ложку уксусной кислоты. Это половина столовой ложки. А в литровой банке я наливаю чуть поменьше, полную чайную ложку. Накрываем простерилизованными крышками и закатываем. Крышки я стараюсь не сразу закатывать, а минуты 2-3, даже больше жду, когда воздух немного сойдет, потом уже закатываю банки. Воздух с банок сошел, буду скрывать. После закрутки банки переворачиваем, убираем их в теплое место до остывания. Когда они остынут, убираем их на хранение. Вот таким своим способом засолки помидор я с вами поделилась. Поверьте, это очень вкусно. Помидоры засоленные таким способом понравятся тем, кто любит рассол. Он получается такой нежный, очень вкусный. Если вам понравился рецепт, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Если вы не подписались еще на мой канал, подпишитесь. Оставьте в комментариях, как вы засаливаете помидоры. Мне будет интересно. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.